Итак, место событий, первый класс. Я беру за воротничок. Школа в городе Магадан. Тяну на себя. Как-то оскорбил учительницу по математике. И сразу правую ногу. Молодую, красивую женщину. Это задняя подножка, друзья. Я даже ее провожал домой, так иногда периодически. Как джентльмен. Взял его за грудки вот и заднюю, подножечку. Это моя женщина, ты понял? Да, так больше не делай. Ребят, всем привет. С вами снова я, Макс Степанов. А хочу я сегодня в этом видео вам показать свой топ любимых бросков. Короче, те броски, которые я реально в жизни исполнял. Я эти бросочки использовал даже в детском возрасте, друзья мои. Там в садик ходил, когда в школу ходил, когда уже был в студенческом возрасте, когда уже потом постарше был. Эти броски я сам пробовал, сам их, как говорится, юзал, поэтому рекомендую их вам. А что мне подсказало? Ну, то, что это вы, дорогие подписчики мои, друзья, зрители мои любимые, просили на эту тему, да, что-то сделать. Типа, как можно бросить на улице, в уличной драке, при самообороне, как можно свалить противника, бросить его на землю. Вот смотрите, друзья, тема такая. Атакуем ту ногу, которая находится впереди. Вам нужно зашагнуть. Смотрите, вот я подошел к нему поближе, или он сам ко мне подбежал. Я шагаю правой ногой вперед и в сторону, и потом левую ногу я ставлю за его ногу. Вот таким вот образом. Руками я толкаю его, и можно даже вот так толкать. Просто положили ему руку на шею, или плечом, или локтевым сгибом, и через ногу перебросили. Бэм! И плюс, конечно же, привет Павлу, крепче стали. Прекраснейший блогер, рекомендую его смотреть. Очень весело, задорно. Меня подтолкнуло, еще больше простимулировало его, по-моему, предпоследнее видео. Топ-3. А ты не смейся там. Короче говоря, Павел крепче стали сделал видео, где предложил свой топ-3 бросков уличных. Парень он здоровый, да, там какие-то такие вот очень красивые броски амплитудные. Вот, а я вам покажу бросочки, которые может сделать даже ребенок. Вот, допустим, нога вашего оппонента. И ваша задача толкнуть его вперед и поставить там ногу, чтобы он упал через вашу ногу. Вот, вот такое движение. Все, вот я поставил ногу, вот моя задняя подножка. Я подшагиваю правой ногой и левую ногу заставляю сзади. Очень важно не отклоняться туловищем назад. То есть очень важно нагрузить оппонента, да, либо рукой, либо плечом, навалиться на него. Ну, сейчас рукой в данном случае, да. И поставить туда ногу на носочек, пяткой вверх. И потом продолжить. Дерево ломать не буду, а так, по идее, оно должно было упасть просто и все. От моей мощной задней подножки. Потому что я это сам делал в детском возрасте. Ну и даже старичок я и сейчас могу, в принципе, так же кого-нибудь так вот свалить. Не требуется большой силы физической. На позвоночник нагрузка меньше, что очень важно. И эти броски, они основаны больше на таком, на хитрости, на такой вот как бы минимализме. Это минимализм, понимаете? Понравилось то, что я рассказал? Ставьте мне лайк, друзья. Первый бросок, который могу вам порекомендовать, друзья, который я сам лично выполнял в детстве, а конкретно место локации, город Магадан, время действия, это первый класс, когда я был в первом классе, ну сколько мне было, 7 лет, задняя подножка, так она называется чаще всего по-русски в самбо, сзади вы должны поставить что-то под ноги, подножка. Как я об этой подножке узнал? Предыстория вопроса. У нас была книжка по дзюдо, учебник по дзюдо на немецком языке. Почему-то он лежал на шкафу, папа прятал его на шкаф где-то такой туда. Но я туда залазил, вот, достал эту книжку и читал ее на немецком языке в 7 лет. Вы не поверите, но это так. Там картинки были, на самом деле были картинки, я смотрел картинки, вот изучал. Ну, плюс папу спрашивал. Папа что-то рассказывал, объяснял, и папа тоже немножко знал, так сказать, заднюю подножку. И он показал сынуле, как делается задняя подножка. Делается она очень просто, друзья, очень просто. Просто берете захват, так, захват, да, и ставите одну ногу за ногу противника и сваливаете туда. Так, камера, мотор, работаем. Так, друзья, первый бросочек, бросок задней подножкой. Самое простое движение в детстве, первый класс. И вы тоже сможете. Атакуем ту ногу, которая находится впереди. Хватаем за грудки, за рукав. Шагаем вперед правой ногой, прям сближаемся плотно-плотно к нему. Сразу зашагиваем левой ногой назад, вот сюда. Толкаем, бросаем. Не сами лезем вперед, а когда он вам положил руку, например, на шею или на плечо. Просто прихватывайте ручку, локтевой сгиб, хоп, прижали сюда. Уже эту руку забрали, уже можно эту ручку, видите, вытягивать на себя. Левой рукой на шею вот сюда можно забросить. То есть можно за воротничок толкать, а можно вот такой, как бы, наброс руки, да, за голову цап его. И пошло движение правой ногой и сразу левой, правой ногой и сразу левой. Оп, бросок. Здесь контролируйте его. Коленом сразу левым наступаете коленом на грудь, на солнышко. Все, и контроль идет. Дальше по ситуации, друзья. Можете наносить удары, а можете просто спокойненько разорвать дистанцию.
В очереди, ребята, да, как сейчас помню, в столовой очередь, я хотел кушать, занял очередь, как подобает культурному человеку. И тут какой-то пацанчик, шустрый такой, наглый, как это обычно бывает, встал впереди меня, как говорится, за пирожками. Тем самым меня сильно как бы задел мое самолюбие и достоинство. И поэтому я применил ему заднюю подножечку, так сказать, показав, кто здесь доминатор, кто здесь хозяин в этой очереди. Но это было в 1 классе. Лайк. Эту же заднюю подножку я применил потом уже, тоже в школе, в 6 или 7 классе, когда защищал имя, честное имя учительницы по математике. Когда пришел один хмырь, значит, мой ровесник с другого класса параллельного, зашел в наш класс и на уроке математики как-то оскорбил учительницу по математике. Молодую, красивую женщину по имени Тамара. Я даже ее провожал домой, так иногда периодически. В 7 классе, ничего не путаю. Ну да, как-то вот, да, наверное, в 7. Вот, и он что-то и такое сказал, дерзкое, такое нехорошее. И я, так сказать, как джентльмен, прямо там в классе взял его за грудки, вот так вот, за грудочки, и заднюю, подножечку, раз ему под ногу, и бросил туда, вот так придавил, говорю, так больше не делай. Типа, это моя женщина, ты понял? Да, так больше не делай, сказал я ему. 6 класс, все работает. И вы тоже сможете. У меня почему-то бросок всегда на задней подножке шел на правую ногу. То есть получается так, что это должна быть уже не левая нога, а правая нога впереди. Тогда вы будете атаковать и все наоборот. Тоже прихватили здесь за воротничок. Шаг левой ногой к его правой ноге. Потом правую ногу ставите за его ногу сюда. И пошел бросок сюда в эту сторону. Здесь его прижали. Правым коленом придавливаем. Правой ноге, правую ногу ставите за его ногу. Да, пошел бросок сюда в эту сторону. Ну, примерно так. Все, он, конечно, ушел обиженный, оскорбленный, морда красная такая, все, обиделся человек. После чего, конечно, после школы он со своими старшими товарищами, там у нас были такие старшие товарищи, такие магаданские, болтота всякая разная. Соответственно, поджидали меня, где я применил, практически свой второй бросок, о котором я хотел бы тоже рассказать. Но об этом я расскажу вам через полгода. В общем, задняя подножка — это бросок очень простой в применении. Любой может сделать. Я в этом деле не специалист. Еще раз подчеркиваю, ваше внимание обращаю на то, что я эти броски выполнял в детстве, когда я вообще не тренировался. То есть я не был борцом, не ходил в школу самбо или дзюдо. Я просто знал этот бросок, пару раз его пробовал, с папой там сюда отработали, кстати говоря, для родителей. Мотайте на ус. Вот вы тоже можете это сделать. И когда вот такая какая-то ситуация критическая, вам нужно постоять за себя или как-то за кого-то защитить, вы можете эту заднюю подножку применить. Все, поехали. Либо вы можете его выдернуть на свой бросок, чтобы он правую ногу поставил вперед. Это делается, в принципе, несложно, друзья. Либо рывком на себя, вот такие основы борьбы, дзюдо, самбо, там, вольно и так далее. Смотрите, допустим, у него стоит левая нога впереди. Я хочу, чтобы он правую ногу поставил вперед, чтобы сделать свою правую заднюю подножку. Я беру его за воротничок и за рукав, тяну на себя. Видите, вот ее правая ножка впереди. И сразу такую правую ногу, бам, туда. Ему еще сюда по мордасу. Как начинаю демонстрировать приемы, я перевоплощаюсь сразу, трансформируюсь. У меня просыпается зверь мой внутренний. Хочется всех бросать, рвать, бить. Ну об этом мое следующее видео. Потому что сейчас я провел вопрос, сделать ли вам видео, как разбудить себе внутреннего зверя. И прям такой, пошел отзыв. Спасибо, дорогие мои подписчики, что значит будем делать видео. Итак, подножку заднюю показал. Ставьте мне лайк. С вами был Макс Степанов, Максим Викторович, то бишь. И Макс Степанов. Вот если сюда смотрю, смотри. Куда я смотрю? В центр камеры? Я смотрю на зрителя? Да, в центр. А вот так? Вот так ты смотришь туда. Я понял. Так, окей. Поехали дальше. Все для хроники, все для потомков. Останется документальные, так сказать, кадры. Максим Викторович такой. На потертой пленке такой.